Привет! Сегодня снова натюрморты. Бывает так, что мне по каким-то причинам тяжело писать. Если я совсем не пишу, я себя прям морально плохо чувствую. А если я пишу что-то маленькое, или 2 или 3 раза что-то маленькое в один день, мне это доставляет удовольствие, и мое моральное состояние становится лучше. Давайте посмотрим, что у меня здесь. Начну с прекрасного. Это конфетки, которые из магазина King Store, который недалеко от меня. Этот магазин, королевский магазин, в основном посещают израильские арабы. И там продукция такая интересная, которых нет в другом магазине. Поставщики со всего мира арабоязычные, и там прям как за границей продукты. Конечно, там не забудут положить какие-нибудь тортики русские, потому что там, где я живу, много русскоязычных. Это конфетки похожи на Рафаэлло. В кокосовой стружке. Такие 3 штучки в одном этом кармане. Или как это говорят, не карман, пакетик. Тот же сюжет. У меня подруга привезла из Москвы упаковку акварели Невская палитра. Это что-то я пыталась ей первый раз написать, не прониклась. Ну, еще есть время, у меня никто эти краски не отбирает. Один из этих шариков, как бы Рафаэлло. Совсем забыла, как рисовать натюрморты, как строится объем. Пришлось погуглить гипсовый шар, посмотреть, как идет рефлекс, падающая тень, полутень. Но света и блики, они неизменно есть во всех объемах. Я ложила под конфеты разные цвета, разную цветную бумагу. Вот такой небольшой сюжет, который меня отвлек и развлек. Нитки тоже я писала не один раз. Очень люблю нитки, потому что можно по-своему нарисовать, заполнить композицию. Вот сейчас я думаю, что вот это пространство сверху я бы могла продеть как бы эту нитку и вот так вот повести наверх, чтобы заполнить это. А вообще, если оформлять теперь, лучше будет такой квадрат. Видите, как оно интересненько. Все упало у меня вниз. Но это от того, что я мало пишу натюрморты и спотыкаюсь, когда возвращаюсь к ним. Ну, яблоко, ну, груша. На белой бумаге. Как-то хотелось организовать это по цвету, чтобы не делать все в монохроме. С серым, рядом с зеленой грушей появились у меня какие-то розовые оттенки. Абрикос. Задумка была взять только 2 цвета, холодный и теплый. Но потом я расширила, потому что туда можно было уже придумать все, включить. Даже зеленые там в рефлексе, в глубине. И это мои краски. Они уже у меня долго. Я все время себя покупала более качественные. Вообще начинала я писать гуашью с Артеза. Артеза
Прекрасный вообще бренд. И обслуживание клиентов у них прекрасное. Мне пришла упаковка порванная, они мне прислали новые красочки. Нет, они мне вернули деньги. Вот как были дела. Это с другими красками так было. Это баночка сакуры фосфорной краски, которую я так люблю. Крышечка, видите, опа, съехала. Рисовала я, наверное, на вертикальном. Надо, конечно, на мольберте писать. Вернее, писала на горизонтальном, поэтому у меня тут непорядок с рисунком. Так нельзя. Лучше писать натюрморты, когда сидишь за мольбертом. Это тоже такой сюжетик. Скрепочка. Где тут наш обычный держатель. Вечные железные штуковины, которые со мной уже лет 30. Это по чужому посту в Инстаграме. Если вы захотите, я вам дам ссылку. Там рассказывается, какие цвета, как, в каком количестве брать. Но я запуталась и в итоге писала уже от себя. И уже придумывала вокруг, какой лучше цвет. Натюрморт, ребята, надо ставить. Натюрморт по чужому фотореференсу или по чужому объяснению не напишешь. Ну, такая вишенка, черешенка. У меня есть заснятый процесс, я не делала видео. Не знаю, буду ли я не сильно удачный натюрморт, чтобы такого красивого сверху положить. Спасибо вам большое. Я очень рада каждому из вас. Уже некоторых узнаю по аватарке, знаю по имени. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. И те, кто не со мной, подписывайтесь на моем канале. Есть много всего интересного и полезного.